Что говорят о тебе за спиной? Давай посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Итак, мои хорошие, знаете, вот как будто у вас начинается такой период, когда вы начинаете только оживать. Вот еще совсем недавно казалось, что ваша жизнь рушится, что все плохо, семью потеряли, с работой проблемы, у кого-то может проиграться вообще черная полоса в жизни, у кого-то проигрывается, может быть, даже похороны не так давно были, да, вот близкого человека. Ну, то есть это был такой какой-то депрессивный очень период, но вы из него выходите, вы это чувствуете по своим каким-то ощущениям. Вот как будто хочется жить, хочется любить, творить, и это может быть даже такое, знаете, осознание, что жизнь продолжается. Как бы тяжело не было, как бы вы не теряли близких и любимых людей, но тем не менее жизнь продолжается. И этот лучик надежды на то хорошее будущее, которое вас ждет, он как будто вот держит вас на плаву. У кого-то может проиграться сейчас ситуация такого тотального одиночества, что ли. Ситуация, когда вы можете ощущать, что вот никому не нужен. То есть много знакомых, много там родственников, друзей, приятелей, а ощущение тотального одиночества, что ты вообще никому не нужен, твои проблемы никому не нужны. Особенно остро вы могли это почувствовать, вот именно когда у вас накопились, вот может быть, несколько проблем одновременно навалились. Давайте как раз сделаем маленький опрос по этому поводу. Напишите в комментариях все, было ли у вас, может быть, сейчас у кого-то проигрывается такое ощущение тотального одиночества. Вот одиночество в толпе еще можно его назвать, да, вроде бы вы на работу ходите, у вас есть общение, да, у вас есть друзья, но ты вот как будто нутром, каждой клеточкой ты чувствуешь, что да никому ты не нужен, никому не нужны проблемы, да. Вот напишите, у кого это проигрывается. Здесь идут потери, вот как будто период потерь. У кого-то может даже проиграться, может быть, даже вот болели недавно так, ну, довольно сильно, может быть, продолжительно. Сейчас, может быть, у кого-то еще эта болезнь продолжается, либо вы заболели. Ну и, конечно же, ну не без этого, не без любви, да, кто-то из вас еще болеет своей прежней женщиной. Здесь не сколько вы хотите вернуться к ней, а сколько... Ну, так остро переживаете утрату, вы настолько болезненно это все переносите, даже если у вас уже ну, какой-то приличный срок прошел после расставания, вот вам кажется, что вы ну, как будто мертвы, да, в душе. Хотя, да, хотя этот период, да, как я уже сказала в начале расклада, он у вас, если сейчас вот такой острый самый, да, то в ближайшее время, вот по карте Солнца, то, что мы видим первую, в общем-то, он у вас пройдет. Но может казаться, что ну так вам плохо, ну как будто вот половину вас отрезали, грубо говоря, да, вот просто отняли половину. Вот с этой женщиной у вас мог уйти смысл жизни. Плюс у кого-то еще может проиграться проблемы с тем, чтобы видеться с ребенком, потому что тоже мама может не давать специально вам видеться с ребенком. Поэтому могут проиграться такие очень тяжелые энергии. Но опять же, лучик надежды, вот то, что вы себя будете вытаскивать из этого состояния, либо уже кто-то вытащил, да, может быть, недавно вы были в таких энергиях, но это однозначно. Вы человек сильный, поэтому ну, вы будете всеми правдами и неправдами пытаться себя вытаскивать. У кого-то могут быть мысли, что, ну, по типу, за что мне это все, да, вот где я согрешил, почему все так, да, вот в моей жизни, почему столько всего навалилось, почему такая невезуха в жизни, да, вот тоже может это проиграться. Причем еще смотрите, какой может быть момент, особенно я, наверное, акцентирую на этом внимание, потому что у кого-то из вас есть ушедший на небеса человек,
Не обязательно, что это недавно человек ушел, но вот в такие тяжелые моменты вы можете приходить часто на кладбище, как будто вот разговаривать, советоваться. Ну, может быть, у кого-то родители, там, близкие люди, может быть, друг лучший у кого-то уже ушел. Поэтому вот в такие моменты вы можете действительно часто быть вот возле могилы, да, вот на кладбище. Это как будто вот ваша такая, ну, я не могу назвать это отдушина, да, но это неправильно. Ну, как будто это та ниточка, пусть это и потусторонний уже мир, да, вот с вашими близкими людьми, но который вас может тоже немножко поддерживать. Вот вы пришли на могилу, вы выговорились, и вам вроде бы становится легче, да, вот как будто с другом поговорили, как это было когда-то, либо же с родителями у кого-то проиграется. Напишите, ребят, у кого это резонирует, потому что это очень такой щепетильный, это очень такой трогательный, болезненный, интимный даже момент, когда ты ну, уходишь от всего мира, да, ты вроде бы как в потусторонний мир вот приходишь на кладбище, и тебе вот на кладбище лучше, чем с обычными живыми людьми, потому что ты понимаешь, ну, никому ты здесь не нужен, да, вот это состояние тотального одиночества, о котором я говорила, тоже может проиграться. Женщины я не вижу сейчас рядом от слова совсем. У кого это резонирует, ну, значит, ваш расклад, ребят. Опять же, здесь может не быть вообще желания строить никакие личные отношения. Опять же, либо же это ваше такое временное психоэмоциональное настроение, состояние даже, либо же, ну, здесь, ну, реально голова забита другими совершенно мыслями, но как будто вот вообще не до личной жизни. Может проиграться разочарование. Вот у тех, кто разрушил отношения, могут быть еще такие мысли, что больше не буду ни с кем ничего строить, да, все женщины одинаковые. Ну, то есть такое вот абсолютнейшее разочарование. Давайте-ка смотреть, что же о вас говорят за спиной. Давайте разбираться. Знаете, вас окружающие считают очень таким простым человеком. Ну, это в хорошем смысле слова, да, свой такой, вот рубаха-парень, без каких-то понтов. Вы очень простой в общении. Да, у вас могут быть и золото, бриллианты, там, крутая машина, но как человек вы очень простой, и на самом деле это здорово. Вы без короны, вы можете помочь кому нужно, вы такой очень отзывчивый, люди это видят, люди к вам тянутся, но просто сейчас, вот может быть у вас такой период, либо вот недавно был, что вам казалось, что вы никому не нужны. На самом деле люди к вам тянутся. Просто вы это либо не замечаете в силу разных обстоятельств, либо не хотите замечать. Опять же, это из-за вашего такого внутреннего состояния. Вас видят как очень таким мастером своего дела. Вы очень такой выносливый, работоспособный. На работе даже вот ваше начальство, ваши коллеги, они прекрасно видят, какой вы работник, как вы справляетесь с разными задачами. Вас могут потому даже ну, сверх нормы пригружать немножко, потому что вы очень ответственный. Начальство это видит, да? Вы очень такой, ну, помимо того, что работоспособный, вы еще и правдоруб. Вы можете даже пойти, если нужно, против начальства и сказать, да нет, что вот это правильно, а вот так вот неправильно, да. Вы можете даже где-то немножко так поспорить, доказывать свою правоту, потому что для вас качество это прежде всего. То есть вы будете, даже вот какие-то рабочие моменты, вы ну, будете делать, стараться так, чтобы ну, комар носа не подточит. То есть вы будете вот говорить, что нет, вот так будет лучше, вот так будет качественно, да. Люди это видят, которые вас окружают. Даже если вот то, что я вижу, кто-то из вас какими-то, ну, то ли подработками вы занимаетесь, да, может быть, там соседям что-то помогаете за денежку отремонтировать, там, либо построить, да, ну, какие-то такие работы. Вы все, что не делаете, вы во все вкладываете душу. Деньги, да, деньги, конечно, важны, но это как больше показатель вашей стабильности, вашей такой уверенности. Но для вас вот знак качества – это, конечно, высший пилотаж. Люди это видят.
есть у вас какое-то хобби, возможно, да, вот либо какое-то, ну, занятие, не знаю, может быть, это та самая подработка. Но это скорее может даже проиграться, что что-то, ну, какое-то другое направление, не то, чем вы занимаетесь, ну, ну не ваша основная работа, так скажем. Это что-то другое может проиграться. К примеру, чтобы было понятно. Ну, может быть, вы по основной работе там сидите в офисе за компьютером, да? Либо же там доктор вы, ну, водитель, кто угодно. Но есть еще какое-то, ну, либо же это подработка, как я сказала, либо у кого-то это отдушина может быть еще, да, что, может быть, вы что-то руками делаете, мастерите. Это может быть как творчество, да, может быть, вы что-то рисуете, да, там, а потом продаете, может быть, там, я не знаю, еще что-то делаете. Ну, то есть это хобби, это подработка однозначно приносит вам деньги. Так, далее. Вот есть у вас какая-то харизма. Просто что вы, может, даже сейчас не в самом своем ресурсном состоянии, но на самом деле вот такой, какой вы есть, да, мы описываем. Есть какая-то харизма, люди ее видят, люди к вам тянутся, как я уже сказала. Вы знаете, вы бы были очень классным вот полководцем, почему-то мне хочется сказать, каким-то вот комбатом, я не знаю, вот есть какая-то, может быть, даже армейская жилка. Причем кто-то из вас, может быть, даже мечтал быть военным, но просто не сложилось, да, вот судьба пошла по иному пути, вы можете жалеть в каком-то смысле, да, но вот тем не менее какие-то армейские такие полководческие черты характера, но однозначно у вас есть. Вы человек очень вообще целеустремленный, и люди это видят, они просто считывают. Вот люди вам доверяют. Причем вот могут доверять вам даже какие-то свои сокровенные тайны. Вы можете даже вот, ну так, навскидку, я думаю, многие поймут, и многие вспомнят из своих каких-то ситуаций, когда, допустим, ну, грубо говоря, там в очереди в какой-то там вы где-то сидите, стоите, неважно, и чужие люди начинают вам рассказывать свои истории, да, хотя вы первый раз видите этого человека. Они могут вплоть до того, что советоваться. Вот как будто налегке начинают с вами заговаривать чужие люди. Это говорит о вашей какой-то внутренней такой притягательности, да, о том, что люди чувствуют и вашу доброту внутреннюю, и в то же время вот ваша такая харизма, она не позволяет людям вот слишком сильно, слишком глубоко входить в ваше личное пространство. Вот как будто вы дозированно подпускаете к себе людей. Кого-то я подпускаю на 3 метра к себе, а кого-то на 1,5 метра, да, вот в таком плане. Для вас очень важно личное пространство, люди это чувствуют. Есть люди, которые пытались войти в ваш близкий круг общения, в ваше, ну прям совсем близкое пространство, но вы их по какой-то причине не подпустили. Опять же, здесь могут быть какие-то внутренние такие ощущения. Вы могли почувствовать, что человек лицемерный, человек с вами неискренний, да. Это может быть даже не обязательно эта женщина, да. Здесь может быть кто-то хотел с вами так подружиться поближе, да. Вы почувствовали здесь какую-то фальшь, какую-то скользкость, да, и вы поняли, что человек просто банально ищет какую-то выгоду от вас, что не хочет с вами именно дружить так по-настоящему, а просто нужна какая-то выгода. Так, ну, конечно же, вас видят семейным человеком, и женщины, вот в вашей жизни, я думаю, ну, точно вы многие вспомните, были ситуации, когда женщины вот были готовы, может быть, чуть ли не сразу уже к вам переезжать домой, да? То есть вы могли там какой-то определенный небольшой период времени пообщаться с женщиной, и она уже стремилась чуть ли не замуж за вас, потому что женщины видят вашу надежность, женщины чувствуют это энергетически. Я уже много раз об этом говорила, что всегда и мужчины, и женщины считывают друг друга. Ну, естественно, те, кто дружит с мозгами хоть немножко, да. Есть такие женщины, есть мужчины, которые вообще ничего не считывают. Кто-то там с бутылочкой валяется, да, кому-то вообще по барабану. Точно такие женщины есть. Поэтому были у вас ситуации. В общем, женщин вы привлекаете как надежный человек.
вас таким воспринимают. Просто вы фильтруете очень жестко. Вы скорее будете делать выбор вот, ну, в дальнейших отношениях, да, кто сейчас один. Поэтому, как бы женщина там не мечтала к вам переселиться уже на 3-й день знакомства, вы просто банально это не допустите, потому что вы, как серьезный человек, вы понимаете, что человека сначала нужно узнать, людям друг друга нужно узнать, да, кто ты, что ты и с чем тебя едят. А на 3-й день жить, чтобы на 4-й или 5-й потом расстаться, но это точно не в ваших правилах. Поэтому женщинам вы нравитесь. Были в вашей жизни охотницы, ну, я не скажу, что прям за деньгами, потому что, опять же, далеко не у всех большие доходы. Но вот были какие-то такие охотницы за, я скажу так, скорее это были охотницы то ли за вашей квартирой, за вашим домом, может быть, да? У кого, кстати, проиграется такая ситуация, но здесь 100% вы раскусили эту женщину очень быстро. То есть она тоже могла торопить события, вы могли даже с ней быть в романтических отношениях, но она как-то настолько вот торопилась с вами то ли расписаться, то ли жить у вас, да, вот ей важно было имущество. Поэтому, ребят, будьте бдительны. Это я к чему рассказываю, да, что в вашей жизни были, есть и будут такие охотницы, потому что видят, какой вы человек, видят, что вы надежный, ну плюс еще, конечно, и жилье, да, а жилье многим женщинам не помешает, поэтому такие охотницы никуда из вашей жизни не денутся. Просто включайте свой фильтр, да, хотя он у вас, в принципе, редко выключается, но тем не менее, просто вот на этот момент обратите внимание очень сильно. Так, каким еще вас видят? Вот знаете, как же это назвать так? Вот почему-то мне хочется сказать, что вас видят не таким, как другие. Вот я не знаю, почему мне пришло это на ум, но что вот вы другой. Вы не такой, как другие. Причем вы можете даже порой сами себя чувствовать, как белая ворона в этом мире. Чуть не сказала нехорошее слово. Но будем культурные. Вот вас воспринимают, ну то ли слишком таким порядочным, слишком таким надежным, слишком хорошим, что ли, да? Вот как-то вас так воспринимают, что и женщины почему к вам тянутся, потому что есть какая-то у вас искренность, да, чистота. Она может быть глубоко спрятана, но ваши поступки порой говорят сами за себя, да? Ваша отзывчивость, ваша помощь, которую вы периодами оказываете окружающим. Вот это очень сильно считывается. Поэтому, мои хорошие, в общем-то, люди видят, какой вы. Вас ценят, вас любят, хоть иногда любят не те, кто хотелось бы, да? Но, тем не менее, ваша искренность, доброта, ваша порядочность, ваша душевность от окружающих, она не остается незамеченной. Поэтому, мои любимые мальчишки, оставайтесь такими, какие вы есть, такими же надежными, верными, порядочными, добрыми. В общем, такими классными, какие вы есть. И все у вас будет просто зашибись. Ну а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!